Всем привет! Недавно я обмолвился в ролике, что не будет декабрьского отчета по фонду внимания, потому что все работы на объектах мы уже закончили, и ничего нового там уже, наверное, в декабре не произойдет. Но я вам соврал. Это не так. Хочу похвастаться своей новой картой мира, которую мне подогнали на Новый год ребята из Garden Map. Только посмотрите, какая она огромная. Она сделана из 5 разных пород дерева. Вот это дуб, американский орех, сапеля, венге, подук. И все это на подложке из органического стекла. Вы можете перейти в мой инстаграм и поучаствовать в розыгрыше точно такой же карты. Условия очень простые. Надо подписаться на меня и на Garden Map и оставить любой комментарий. Ссылка на инстаграмный пост с розыгрышем будет в описании к этому ролику. И еще на всякий случай оставлю вам ссылку на сайт ребят. Можете зайти, полистать каталог, там много всего интересного. Есть карты мира разных цветов и из разных материалов. И есть отдельно карты российских регионов или конкретных стран. Если не найдете в каталоге свою любимую страну, то можно попросить, чтобы вам изготовили ее на заказ. Это, кстати, может быть очень крутой новогодний подарок. На такие карты потом можно будет крепить фотки из путешествий или отмечать флажками места, в которые хочется съездить. Если вы решите кому-то ее подарить, то советую не затягивать с заказом, потому что ребята все делают вручную, и на это нужно время. Еще раз, переходите в Инстаграм, участвуйте в конкурсе, и, возможно, вам тоже повезет обзавестись такой красотой. Все ссылочки под роликом. По многим объектам работы не то что продолжались, а они завершились. Поэтому я не могу оставить это без внимания и записываю вам декабрьский, последний в этом году отчет о деятельности фонда внимания. Ну и к тому же я думаю, что было бы неплохо в целом подвести итоги года и посмотреть, что нам удалось достичь. А вам было бы неплохо сделать классный новогодний подарок себе, потому что, жертвуя деньги в фонд внимания, вы можете быть 100% уверены, что все эти деньги пойдут на восстановление красоты, на спасение истории России. И эти деньги – это инвестиция в ваше будущее, это инвестиция ваших детей в прекрасную Россию. Поэтому почему бы не сделать классный новогодний подарок? Итак, за 2019 год мы собрали 10 миллионов рублей, при этом 63% этой суммы было собрано с помощью ежемесячных пожертвований. Вот я не просто так вам говорю, ребята, что регулярные пожертвования для нас критически важны, потому что они позволяют нам планировать работу на несколько месяцев вперед и быть уверенными в том, что мы вовремя соберем нужные суммы для реставрации объектов, что мы можем платить зарплаты и мы можем на несколько месяцев вперед планировать нашу деятельность. Также это позволяет нам реализовывать более масштабные, дорогие проекты, на которые долго и сложно собирать деньги по-проектно. Поэтому, мне кажется, мы большие молодцы. Надеюсь, в 2020 году будет еще больше пожертвований, будет еще больше объектов, и они будут крупнее и интереснее. В 2019 году мы отреставрировали 10 объектов. Еще 10 объектов сейчас находятся в процессе реставрации и восстановления. И еще 4 находятся на стадии сбора денег. Мы их в следующем году, уверен, соберем и сделаем. В этом году мы начали больше работать со зданиями, которым присвоен статус объектов культурного наследия. И это нередко предполагает сбор средств на проведение дорогостоящих экспертиз и разработку документации. Да, это требование законодательства, я вам про это рассказывал, что если мы имеем с памятником архитектуры дело, то там очень сложные этапы согласований. Сделано это для того, чтобы собственник ненароком какой-нибудь злодей не уничтожил красоту, да, то есть государство защищает памятники архитектуры, но с другой стороны это сильно осложняет любые работы на них и требует гораздо больше денег и сил. Еще в этом году мы стали активнее сотрудничать с фестивалем Том Сойер Фест. Его волонтеры сами находят объекты, они сами договариваются с собственниками, выполняют основную часть работ. Наш фонд в таких случаях просто выделяет деньги на закупку материалов, на оплату работы профессиональных реставраторов и строителей, если они нужны. В 2018 году совместных с Том Сойер Фестом проектов было 5. В этом году уже 9. И еще совсем недавно мы объявили о начале сотрудничества с ростовским городозащитным объединением «Мой фасад». И на этом месте я обращаюсь ко всем активистам, которые в регионах. Если у вас в городе есть активисты, которые занимаются спасением, сохранением исторического наследия, ребята, мы готовы с вами сотрудничать, пишите, просите помощи у нас. У нас есть возможность оказывать вам помощь, консультации, прислать вам юристы, финансировать ваши проекты, потому что очень важно, чтобы вот люди на местах этим занимались.
нам из Москвы не все видно, и очень важна вот именно связь с городскими активистами. Также за этот год у нас в полную силу заработала интернет-редакция. Она регулярно выпускает новости не только о наших проектах, но и об историческом наследии по всей стране. К сожалению, плохих новостей пока еще больше, чем хороших, потому что у нас практически каждый день что-то сносят и ломают. Но мы по мере сил стараемся привлекать внимание к проблеме и создавать общественный резонанс. Поэтому, ребята, обязательно подписывайтесь на наши соцсети. Все ссылочки будут в описании. У нас потрясающий телеграм-канал, инстаграм, твиттер. В общем, подписывайтесь везде, где только можно, чтобы быть в курсе того, что происходит с историческим наследием в России. Ну а я больше хотел бы поговорить о хороших новостях. К концу года мы завершили работу сразу на 3 объектах и запустили сбор денег еще для 2. Расскажу обо всем по порядку. Итак, мы завершили первый этап масштабных работ на доме Ярошенко в Москве. Он интересен тем, что его построили на основе каменных палат 17 века. Дом уникальный, просто находится на Хитровке. Жильцы очень любят свой дом, хотят привести его в порядок. Они даже учредили благотворительный фонд, чтобы собрать деньги на реставрацию. И мы, конечно же, не смогли пройти мимо. На часть собранных пожертвований мы закупили белый камень, которые реставраторы использовали для восстановления кладки цоколя. Другая часть денег, которые мы им передали, она пошла на ремонт фасада со стороны двора. Реставраторы аккуратненько сняли штукатурку, исследовали кирпичную кладку и провели восстановительные работы. Выглядит все очень красиво. Если вы живете в Москве, обязательно сходите, посмотрите, потому что такие действительно уникальные дома. Дом Станового в Санкт-Петербурге. Значит, мы завершили восстановление 2 парадных дверей в этом доме. Первую дверь мы установили еще летом, а в декабре наконец-таки доделали вторую. То есть проект у нас завершен. В обоих входных порталах до наших дней дошли верхние фрамуги и боковые створки. Оригинальные центральные двери 20-30 лет назад, как это со многими домами случалось, они были заменены на металлические с вагонкой. И, к сожалению, никаких архивных данных о том, как выглядели утраченные центральные двери, нам найти не удалось. Поэтому мы сами сделали эскизы в стиле сохранившихся элементов, но, по-моему, получилось неплохо. Мы постарались сохранить все, что поддавалось реставрации. 2 боковые створки, первый парадный, все-таки пришлось изготовить заново, потому что часть деревянных конструкций за долгое время она просто превратилась в труху, это невозможно было восстановить. Зато боковые створки, второй парадный и обе верхние фрамуги, они были в хорошем состоянии, поэтому мы их расчистили от старой краски и аккуратненько покрасили. Также в ходе работ мы отреставрировали все резные элементы, фигурки сов и барельеф с шишками. До революции двери из хвойных пород дерева шли под покраску. Над реставрацией дверей работали опытные мастера, которые подобрали подходящий цвет краски, затем на обе двери установили домофоны и доводчики, а также вернули остекление. В доме также есть 3-я парадная. Входная группа сейчас находится просто в плачевном состоянии, и в следующем году мы планируем помочь жильцам дома с этой дверью. Ну и напоминаю всем, кто живет в Петербурге, у вас с дверьми, с парадными просто катастрофа. Исторические двери выламываются, ставятся металлические, эти глухое убожество, поэтому если вы собственник квартиры, если у вас есть ТСЖ и вы хотите восстановить двери, окна в парадных Петербурга, обращайтесь, мы вам поможем и будем вместе делать Петербург прекрасным. Так что не стесняйтесь. Следующий объект – дом псаломщика Топоркова, ставьте ударение, в Екатеринбурге. Наш фонд занимался здесь восстановлением кровли. Мы наняли мастеров, которые сняли старую железную крышу и начали укладывать новую фальцевую. Эти же мастера сделали металлический козырек над калиткой и колпаки на столбах ворот. В 1970-х годах у дома не было водосточной системы. Во время дождя вода просто стекала прямо по стенам, что приводило их очень быстро в негодность. Поэтому на пожертвования, которые мы собрали, были установлены водосточные трубы. Такие же трубы делают для объектов культурного наследия в Екатеринбурге. И, по-моему, они сейчас неплохо на этом доме смотрятся. Ну и, главное, помогут защитить обновленный фасад. Параллельно волонтеры Том Сойер Феста привели в порядок и покрасили фасад дома. Также повесили на него отреставрированный номерной знак. Получилась просто, по-моему, фантастическая красота. Классный, интересный дом. Это 3 объекта, работа на которых уже завершилась. Но остается еще 2, на которых она по-прежнему продолжается, несмотря на холода. Итак, это ворота на Тургеневской улице в Ростове-на-Дону. Ну, да, к счастью, в Ростове холодов-то особых нет, и вообще у нас пока такая теплая зима, даже в Москве еще снега до сих пор нету. В общем, в Ростове-на-Дону мы продолжаем реставрацию дореволюционных ворот.
мы уже расчистили их от старой краски, после чего на них явно проступили выбоины. Наши друзья из общественного объединения «Мой фасад», мы с ними, как я сказал, уже начали работать, они предполагают, что это следы от снарядов времен Второй мировой войны. Скоро мы приступим к демонтажу сгнивших фрагментов ворот и после этого заменим их донорскими досками. Также мастер восстановит геометрию ворот, сильно исказившуюся за 125 лет. Параллельно мастер работает над реставрацией дореволюционной таблички. После того, как он снял с нее все слои краски и ржавчины, стало понятно, что края и отдельные участки рельефа, они полностью сгнили, а вот середина более-менее живая. Состояние плачевное, но отреставрировать все-таки получится. Из тонкого листа черного металла мастер вырежет основу, на которой будет закреплен наш знак, и после этого он начнет восстанавливать проржавевшие участки, заполняя их эпоксидным пластификатором. Следующий объект — усадьба Сонка, Карелия. В начале декабря мы завершили сбор денег на реставрацию крыши в усадьбе Сонка в Карелии. Ларс Сонк — это знаковый финский архитектор. На территории России есть лишь одно его здание, собственно, вот эта вот усадьба, которую он построил для своего брата Карла. И в 90-е годы она была спасена от уничтожения неравнодушными людьми, которые все эти годы продолжают заниматься ее восстановлением. Но вот сейчас требуется ремонт, и я рад, что мы помогаем это потрясающее здание восстановить. Сейчас черепичная крыша находится в аварийном состоянии. Здание является памятником архитектуры, поэтому перед тем, как начинать там работы, необходимо провести обследование крыши, составить проект реставрации, все это дело согласовать. Это сложно, долго, дорого, но ничего не поделаешь. Значит, с обследованием мы уже закончили. Результаты обследования мы уже передали эксперту, и теперь ждем от эксперта проект реставрации. Ну а теперь коротко об объектах, на которые мы прямо сейчас собираем деньги. Во-первых, это дом Бака. Продолжается сбор денег для дома Бака в Санкт-Петербурге. Это один из самых крупных наших проектов. Мы планируем восстановить двери и витражи в его парадных. Мы начали исследовать тамбуры, чтобы к моменту сбора нужной суммы уже сразу приступить к работам. Так что, кто любит Петербург, ребята, давайте дом Бака мы все-таки как-то спасем. Я слышал, из Петербурга много богатых людей вышло, они сейчас работают в Москве, давайте поможем Петербургу. Во-вторых, это здание ратуши в карельском городе Сартовала. Оно было построено в 1885 году финским архитектором, и сейчас это один из самых значительных по сохранности и богатству декора памятников деревянного зодчества в городе. Смотрите, какая красота. Сейчас нужно срочно заменить поврежденную кровлю над боковыми крыльями здания. Нам нужно собрать 1 200 000 рублей, чтобы это здание спасти, потому что никто, кроме нас, ему не поможет, и мы можем просто утратить уникальное здание, если сейчас эти деньги не соберем. Третий объект, на который мы собираем деньги, это храм Иоанна Богослова в деревне Анисимово, это Вологодская область. Он был построен в 1850 году на средства местного помещика. В 1932 году его закрыли для богослужений, и в разное время в нем располагался клуб, склад, спортзал, а потом школа. Сейчас у церкви есть свой приход из местных жителей, и они по мере сил стараются ее восстанавливать. Часть работ они уже провели, и теперь мы собираем деньги, чтобы помочь им с внутренней отделкой, обшивкой фасада и устройством звонницы. Да, вот я слышал, меня читают верующие, которых дико бомбит от того, что Варламов атеист и постоянно что-то критикует РПЦ. Ну, помимо того, что мы критикуем, мы еще и восстанавливаем храмы, поэтому если кто-то из вас хочет помочь делом, давайте поможем, соберем деньги и проведем работы на этом уникальном объекте. Ну и в-четвертых, это Белая башня в Екатеринбурге. Сейчас она законсервирована, и чтобы начать ее восстановление, нужно сначала провести тщательное обследование и сделать подробный проект реставрации. Именно на него мы собираем деньги. Да, проект реставрации – то дорогое удовольствие, без которого мы не можем приступить к следующим этапам. Активисты пытались добиться финансирования от Министерства культуры, но Министерство культуры, как вы знаете, занято финансированием патриотического кино, до памятников конструктивизма дела им нету, поэтому приходится собирать, нам с вами приходится собирать на восстановление уникального памятника конструктивизма в Екатеринбурге. Дикая абсурдная ситуация. Ну вот, а что делать? Вот Министерство культуры, если меня, может, смотрит господин Мединский, реквизиты фонда, господин Мединский, будут по ссылочке в описании к этому ролику. Давайте, может быть, между патриотическим кино и всем остальным мы все-таки займемся конструктивизмом. Если вы хотите нас поддержать, я призываю вас подписаться на ежемесячные пожертвования. Это можно сделать на сайте фонда. Ссылочки все будут в описании. И тогда с вашей помощью в новом году мы восстановим еще больше исторических зданий.
Все, друзья, это был предновогодний отчет. Мы продолжаем работать благодаря вам. Я надеюсь, вы не пройдете мимо и поможете нам. Нам важна не только помощь, но и распространение информации. И будет здорово, если вы расскажете про фонд своим друзьям, родственникам в своих соцсетях. Это действительно очень помогает, потому что чем больше людей про фонд и про его деятельность знают, тем больше людей участвуют. А мы собираем деньги, можем делать сложные, важные объекты. И еще раз, да, люди в комментариях пишут, этим должно заниматься государство. Ну, хорошо, замечательно, государство должно заниматься, государство не занимается. Ну, давайте мы сейчас не будем ничего делать, все это сгниет, разрушится, а мы будем сидеть и говорить, что этим должно заниматься государство. А завтра придут другие чиновники, другие мэры, губернаторы, другой даже президент, и все такие: оу, а у нас здесь была красота, у нас была великая история, культура, куда все делось? Я думаю, когда речь идет о спасении зданий, о спасении истории и культуры России, тут нужно действовать. И параллельно, конечно, да, долбить и государство, и систему, чтобы как-то все это было конструктивно и системно происходило финансирование и забота об историческом наследии. Но пока это не происходит, нужно заниматься самим. Поэтому я призываю вас: не оставайтесь равнодушными, проходите по ссылочке, вся информация по проекту на сайте, оформляйте ежемесячное пожертвование, даже 100-200 рублей в месяц, они действительно помогают делать нам нашу работу. Всем пока, с Новым годом!